Дама, король, туз. Каждую пятницу Клотильда, Гертруда и Жизель собирались на свою игру. Старые ведьмы за много веков создали какой-то невероятный сплав из подкидного дурака, гадания и нескольких пасьянсов. Карты у них тоже были свои, ни на какие другие карты не похожие и похожие на все одновременно. Играли азартно, а кто плутовал, подбрасывал карты, искажающие сюжет и смысл игры, получал канделябром промеж глаз. Игра серьезная, даже цель была доиграться до реальности. Так они коротали вечность. Жизель, морща лоб, сдала карты и вопросительно посмотрела на подруг. «Я хожу». Клотильда пошла с дамой Бубей. Живет себе такая дама, молодая, красивая, замужем, но из большого секса окончательно не ушла. Поклонников много. «Ага, отвечаю, валет пиковый», вступила в игру Жизель. «Брехунчик. Много врет ваша дама. Ну или сочиняет, как вам будет угодно». «Туз Бубей», продолжила игру Гертруда. Она на развод подала. Свободы ей захотелось. Ну-ну. Король червей. У бедного художника, который безнадежно влюблен в нашу даму, появился шанс. Я прям вижу, как маячат в недалеком будущем два туза, свадьба. У Клотильды заблестели глаза. А канделябром по голове давно не получала, дура старая? Вечно в рукаве припрячешь или идиотскую свадьбу, или наследство. У нас честная игра. Красивая и умная баба хочет развода не для того, чтобы опять выйти замуж, а для того, чтобы жить, как ей нравится, и ни на кого не оглядываться. Хорошо, хорошо. А что же будет с нашим художником? Шестерка треф. Да, пусть ездит проветриться. Посох паломника для него сейчас самое то. Десятка пик. Да, а для нашей дамы самое то рауты, суаре, презентации и корпоративы. Шампанское плавно переходит в коньяк, от секса на пляже через кровавую Мэри до сбитого летчика. Веселая жизнь и тяжелое похмелье. Десятка червей. У нее вдруг случится любовь. Где самый тяжелый канделябр? Тебя в приличное общество пускать нельзя. Какая нафиг любовь? Десятка треф, и это в лучшем случае. Да, никакой любви. Сейчас она начнет доказывать всем, что станет свободной и счастливой, что она выиграла, что ей хорошо одной. А потом, когда окажется, что счастье было до развода, и его она безнадежно профукала, то она, наша дама Бубей, начнет искать виноватых. Все, отбой. Дальше неинтересно. Ну а наш художник? Может быть, отвести ему глаза? Терпение у Гертруды лопнуло, и она схватила канделябр и замахнулась на Клотильду. «Не смей плутовать. Один раз мы тебе позволили, но ведь не вышло ничего. Да, у великого поэта родилась незаконная дочь. И кому от этого стало легче? Нет такого колдовства, чтобы видеть в любой женщине свою музу». Гертруда трудно высморкалась и пошла с восьмерки треф. «Люблю я трефовую масть. Крест паломника или посох ученика, он должен постичь вселенскую мудрость, наш художник. Туз треф. Вот, все, как ты говорила. Наш художник постигает мудрость. Шестерка Бубей. И дорога, ну, не очень дальняя, хотя куда бы он ни поехал, всюду будет мерещиться она. И в шуме волн, и в перестуке колес будет слышаться ее голос. В экзотических пальмах и родных тополях он увидит только ее силуэт. И ни черта он не постигает. Стоит столбом и смотрит на море. И разговаривает с Богом. Хочет поменять свой талант, все свои картины, даже еще не написанные, на благосклонность нашей дамы. Эх, от любви люди глупеют. Хотя, может, он и раньше был не слишком умный. У Бога просят, а договариваются не с Богом. И у этого, с которым договариваются, все договоры выполняются по его правилам. Дама пик. Нет, Жизель, не будет в этой истории хэппи-энда. Люди не очень честны.
особенно наша дама. То есть любовь его ей не нужна, а мелкие услуги она принимает как должное. Это еще сейчас френд-зона называется. Но ведь и даму нашу можно понять. В семье ее любили, но не давали дышать, а без свободы женщина бунтует. И сейчас ей никто не нужен, потому что она не дура, менять одну удавку на другую не будет. Какая-то сегодня абсолютно тухлая игра получается. Может, ну их эти карты, пойдем к Кассандре предаваться греху чревоугодия. И 3 старые ведьмы, бросив карты, поспешили к 4-й подруге, равнодушной к картам, но все свое мастерство вложившей в приготовление еды и крепких напитков. Виктор Денисович Златчевский неохотно вынырнул из своих фантазий. Кто его знает, откуда вдруг выплыли эти ведьмы-картежницы, но Виктор Денисович видел их так ясно, как будто это его старые знакомые. Даже бельма на глазах, бородавки на носу и редкие бесцветные ресницы. Вот уж правда, откуда что берется. Странно, что параллельно он еще слушал рассказ о злоключениях замужней женщины, которую не понимал муж, сплав философии женских журналов и растянутых на 300 серий сериалов, да еще с множеством стилистических ошибок. «Это мне расплата за мою глупость», – подумал Виктор Денисович. Как раз в тот момент, когда Дина Зареченко, лучшая студентка на курсе, закончила читать. Он внимательно смотрел Дине в середину лба. Господи, это лучшая студентка. Страшно представить, что написали остальные. И почему она сидит с гордым видом, не дать не взять набеляткой себя ощущает. И личико свое плоское морщит в улыбке. И жиденькие волосюшки отбрасывает по-королевски. И ведь не скажешь, а рассказ-то твой говно. Он же преподаватель, значит, плохо учил. Хотя человека научить сочинять невозможно. От пристального взгляда Дина заерзала, поправила бретельку бюстгальтера, что вылез из-под кофточки. К сожалению, на мой взгляд, рассказ несколько недоработан. Я бы даже сказал, что это только план рассказа, или, как говорят журналисты, рыба. Я предлагаю вам поработать над рассказом еще. Виктор Денисович наконец-то нашел приемлемые слова. Дина замерла, уголки губ опустились, глаза мигом покраснели, и она сжала зубы, чтобы не разрыдаться. Ну, не нужно огорчаться. Просто поработайте еще над рассказом. Вы же учитесь, говорил Виктор Денисович, собирая свои листки в портфель. Семинар уже подходил к завершению. Он собрал бумаги, попрощался со студентами. Очевидно, его фантазии возникли именно под влиянием этих семинаров. Сперва была иллюзия важности происходящего, затем разочарование, а сейчас Виктор Денисович просто мечтал дочитать свои лекции, провести оставшиеся семинары и больше никогда не ввязываться в авантюру под названием «Школа писательского мастерства». Скоро новогодние каникулы. Хорошо бы закатиться в деревню, чтобы гулять с любимой собакой Бетси по снегу и не мучить ее специальными башмачками, что приходится ей надевать в городе. Потому что соль и прочие химикаты разъедают кожу на лапах. Он размечтался, как будет носиться с Бетси по сугробам, падать в снег. Так он иногда пугает Бетси, но умная собака не ведется. Она бегает по сугробам, а потом, наигравшись, подходит к Виктору Денисовичу и толкает его своим широким лбом. Мол, хватит баловаться, хозяин, пошли домой. И он послушно плетется по глубокому снегу в тепло. В такие моменты Виктор Денисович абсолютно счастлив. Он еще подумал, покидая пустую аудиторию, что ведьмы, наблюдая эту его идиллию, будут просто резаться в подкидного для разнообразия.